cultural artifacts. На Запад ориентируйтесь. Они там такое любят. Да вы знаете, я как-то не делю целое на половинки. Запад-восток или север-юг. Есть просто мир и художник в нем. Летишь на самолете, границ нет. И вообще не поймешь, куда летишь. На запад или на восток. Это только кажется, что ты нашел свой стиль. И это как, я не знаю, шаблон, которому ты следуешь, как трафарет, да? Ничего подобного. Я думаю, это было бы слишком скучно. Писать музыку по трафарету. Или там, я не знаю, произведения, литературные стихи, стихотворения. Даже почерк меняется. Если, конечно, не строчить как автомат, а вдумчиво каждую букву писать. Даже есть, например, способ, как отучить людей курить. Ну да, нужно медленно брать цигарку, вот эту папироску, тут это, как ее называют, сигару, огромную такую, и медленно, с удовольствием делать вот этот медитативно. Вот этот вдох, вот этот сигаретный. Я курил раньше давно уже. Мы с другом поспорили на бутылку коньяка. Покуривали все в тайне. Ну, я бросил, а он нет. Ну и вот, медитативно тянете, наслаждаясь. Вы не сможете вообще очень быстро, потому что наслаждение несовместимо вот с этой вот дурнотой, с дурманом с этим. И будет естественное отторжение, проверено. Так вот, если вы выводите буквы не торопясь, почерк может измениться. Я к тому, что художник живет тем, что он все время обновляется, как Windows. Кстати, сказали, что уже кирдык, скоро никаких обновлений не будет. Лучина, кисточка, краски хотя бы были. Будем писать, будем создавать красоту, другого пути нет. Я очень люблю писать, рисовать наброски. Это даже вообще идея превратить набросок, быстрый рисунок в произведение искусства, ну, мной как-то овладела некоторое время назад. Я увидел, как один художник большие форматы делает там. Но он же не может, как этой тяпочкой, окучить этот метровый формат. Он заставлял модель позировать 5 минут, быстро за 5 минут, потом она отдыхает. Не час, не 45 минут, а 5 минут отдыхает. Вот он тоже отдыхает. Потом опять следующие 5 минут с этим же напряжением. Важно, чтобы не упустить вот эту энергию, не превратиться вот в такое ремесленническое такое копирование формы, а чтобы энергия вот экстаза была короткая, короткими фазами бежать вот эту 100-метровку. Пробежал 5 метров, отдохнул, попил водички, опять отдохнул. Так вот, это говорит о том, и работа его, ну, есть там, конечно, какие-то были проблемы, но неважно, они энергичные. Меня это очень сильно заразило. Это лет 10 назад я видел. Мы работали вместе на набросках. И я писал, как всегда, рисовал небольшие 30×40, а у него там большие форматы. И он поделился вот этим секретом своим. Вообще смысл того, чтобы работа была недосказана, чтобы в ней была энергия, чтобы она была свежа, вот такая вот как присутствие, я не знаю, показать процесс в работе, но она очень интересна. И перенести эту энергию на большой формат, чтобы мы не писали, чтобы мы не работали, над чем бы не работали, меня очень заводит. Поэтому я все время в поиске, я ищу в каждой работе какой-то ход, какое-то решение. Вот это интересно. Что бы мы ни делали, найти решение быстрое, энергичное, естественно, оно основано на фундаменте. Естественно, это творчество. Я не ориентируюсь ни на Запад, ни на Восток, ни на серединку. Есть просто искусство, есть мое ощущение
того, что я вижу, чем я впечатлен, и все. Что я там буду под кого-то подстраиваться, пусть они подстраиваются под художника. Александр Никифоров. Здрасте. Я себе писал потихонечку. Нет, ведь встретились работы, ну, мои имеется в виду. Очень понравилась манера письма, другое видение реальности и ее восприятие в живописи. В общем, крыша съехала. Второй год революции в голове. Вот как теперь, уходя от академизма и не подражая маэстро, найти ту золотую середину? Пробовал по совету Вячеслава хулиганить на холсте, но что-то внутри не особо соглашается с содеянным. Ну, прям муки творчества. Дорогой Александр, ну это нормально. Ну и что? Даже женщины рожают в муках. Но зато, что получается, какая красота, это вообще целый мир. Ничего. Может быть, еще 2 года, это небольшой срок с муками связанный. Помучитесь еще, не страшно. Главное, чтобы сохранилось вот это направление, движение. Ну, какая-то маячила вершина, что ли. И сам путь к этой вершине, ну, там гора где-то наверху, далеко, сам путь покажет, какой тропинкой идти. Где-то там бурелом, например, ну, обойдете. Еще что-то, речка, постройте мост. Это ваше открытие. Самое интересное, что кажется, все знаешь, они происходят, эти открытия, все время. Так что я очень завидую вам. Вас ждут открытия. Главное сохранять это движение, не застояться и не думать, что ах, вот я что-то там не так, как кто-то. Может быть, сначала начинается с подражания, почему нет, но кривая все равно это вывезет куда надо. Потому что как бы вы ни подражали, так не получится, потому что в силу того, что у нас разная насмотренность, у нас все равно разные приоритеты. И мы по-разному видим. Как бы мы ни клали мазки там, да, или форму не писали, это все равно ваше видение формы, любой формы. Это будет ваша живопись. Так что не переживайте, пусть эта революция продолжается в голове, и обязательно будет прорыв, ощущение появится, что вот оно, вот близко, вот это мое. Ну, не сразу, нормально. Артист. Где вы размещаете свои картины? Наверное, у вас их сотни. Ну, я не считал. Ну, наверное, может, даже и 1000. Дома все помещаются? Ну, да, ничего. Ну, по галереям где-то раскиданы, кто со мной сотрудничает. Я сотрудничаю с галереями, кому я интересен. Это очень важный факт. Можно ходить по галереям, да, и предлагаться. Это одна история. Все укомплектованы. Галереи сотрудничают с художниками, интересными им. Поэтому предлагаться, скажут, не формат, у меня такое было. Галерейщики мониторят рынок. Если вы показываете себя, они вас увидят. И те, кому вы интересны, это другая история, когда к вам приходит галерейщик, домой смотрит работы и говорит, да, вот это вот мне нужно все. Ну, мне нравится позиция Бато. Он говорит, что галереи должны продавать, художник должен работать и не думать ни о чем. Ну, тем не менее, все равно он выставки делает, и сам тоже персональные. Не только галереи делают его персональные. Так что как-то надо совмещать. Ну, так вот, может быть, большую часть картин у вас покупают? Ну, покупают. Ну, прям не большую часть. Все равно художник должен работать много, и что-то из этого будет продаваться. Насколько этично дарить свои картины другим людям. Хочу сделать, допустим, подарок, а, быть может, тому человеку вообще не понравится живопись. Но тонкое дело. Если вы чувствуете, что ваши работы нравятся, если кто-то, ну, вы хотите кому-то сделать подарок, он ваши работы видел и как-то отмечал, то я иногда делаю так, что я предлагаю выбрать. Там, говорите, что я хочу вам сделать подарок, если вам нравятся мои работы. Может быть, ну и положите какое-то количество работ, предоставить ему или послать по интернету, чтобы он выбрал. Тогда это будет его выбор.
Если он совсем ничего не выберет, но он тоже постесняется так делать, наверное, что-нибудь выберет. Предложите просто разные по характеру работы, совсем разные, чтобы они не были одно повторением другой. Ну, разными техниками, там что-то там графическое, что-то карандашное, ну и разные по цвету. Ну, попробуйте так. Я так пробовал несколько раз, ну, проходило. Я очень надеюсь, что жизнь, ситуация позволит нам провести мастер-класс в мае месяце. 2 мастер-класса, 2 группы. Мы будем писать глицинию, будем работать в Гурзуфе. И в июле месяце, с 1 по 5 июля, там же в Гурзуфе. Так что те, кому это интересно, записывайтесь. Пусть будет группа сформирована, и мы подтвердим свои намерения пространству, чтобы все это случилось, и чтобы мы поработали в красивом месте. Оставляйте заявки в Телеграм-канале или в WhatsApp. Без разницы, я вас включу в группу. Онлайн-школа работает, 10% скидка на все уроки. И для зарубежных студентов, пожалуйста, напомню, мы наконец получили карточку Union Pay, иностранную, китайскую, и давайте попробуем сделать транзакции через нее напрямую. Напишите мне, кому интересен какой-то из моих уроков. Анонс для примера, после которого покажу в подробностях одну работу. 42-й урок я записывал на академические дачи имени Репина. Зимний мотив. Мягкая зима он называется. Писать зимой – это всегда удовольствие. Тем более, когда действительно легкий морозец. Ну, там градуса 3, 4, 5. И самая большая награда, когда солнечный день. Нам повезло. Я проводил класс на академичке и записал этот урок. Мотив простой. Дело потихонечку к вечеру. Состояние такое, когда в небе появляется желтизна, и найти отношение неба к лучу солнца на снегу, сравнить тональное отношение снега в тени, в полутени с небом, в светлых его местах и в таких в полутеневых местах, задача не из легких. Вроде бы просто. Деревья на заднем плане, деревья на переднем, домик Репина. О том, как ведется работа, как выстраивать эти отношения, этот урок. Как не впасть в детали, как обобщать, как мыслить целостно. Я думаю, что он будет вам полезен. 42-й урок. Мягкая зима.